После просмотра этого видео вы перестанете тратить тысячи и десятки тысяч денег на лекарства и процедуры, потому что у вас уже есть самое доступное и бесплатное и действенное лекарство. Смотрите это видео, я расскажу, что это за чудо-средство, применяя которое вы омолаживаетесь, восстанавливаете здоровье, улучшается АМГ, ФСГ снижается. Меня зовут Павел Сапего, я репродуктивный натуропат и врач-психотерапевт, психолог. И то лекарство, о котором я говорю, это ваш собственный мелатонин. Гормон, который организм производит каждую ночь абсолютно добровольно и бесплатно. Конечно, если вы создаете для этого правильные условия. Почему мы игнорируем сон, когда речь идет о своем женском здоровье и о вашей возможности иметь менструацию? Наверное, потому что это кажется простым, верно? Да, мы готовы глотать горстями дорогие витамины, контрацептивы, делать болезненные процедуры, но ложиться спать в 22:00? Да ладно, доктор, при чем тут сон, слышу вас? А между тем, именно во сне происходит самая важная работа по восстановлению репродуктивной системы. На онлайн-видеоконсультациях я это всегда говорю. И у меня есть видео на моем канале на эту тему. Но начнем с главного. Сон – это не роскошь, не время, потраченное впустую. Это базовый регулятор всей гормональной системы. Представьте ваш организм как оркестр. Днем музыканты репетируют, вечером готовятся, а вот ночью дают главный концерт. И дирижер этого ночного концерта – ваша гипоталамо-гипофизарная система. Посмотрите на картинки. Именно ночью, когда вы спите, гипоталамус и гипофиз наиболее активно вырабатывают гормоны, которые управляют яичниками. Поймите это. Лютeinизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон. Все они имеют свои ночные ритмы выработки. Когда вы хронически недосыпаете или спите некачественно, этот тонко настроенный оркестр начинает фальшивить. Хронический недосып – это как постоянные перебои электричества в доме. Ну представьте, как жить без электричества. Вроде бы горит свет, техника работает, но нестабильно как-то, ломается. Так же и с гормонами. Они вырабатываются, но их ритмы сбиваются, и качество выработки и самих гормонов страдает. А яичники, получая нечеткие хаотичные сигналы от мозга, не смогут и не могут и не работают в полную силу. А теперь о главном герое этого видео – мелатонине. Это гормон темноты, который вырабатывается крошечной железой в мозге, эпифизом, или шишковидная железа, или третьим глазом. Как только солнце садится, наступают сумерки, эпифиз получает сигнал: пора начинать производство мелатонина. Ну, конечно, я в кавычках говорю. Но мелатонин – это не просто снотворное, поймите. Это один из самых мощных антиоксидантов в нашем организме. Антиоксидант – это молекула-защитник, которая нейтрализует свободные радикалы, которые вызывают онкологию. А свободные радикалы – это агрессивные частицы, которые повреждают клетки, включая ваши яйцеклетки. Яйцеклетки. Каждый день ваши фолликулы растущие подвергаются атаке свободных радикалов. Каждый день. Стресс, загрязнение воздуха, неправильное питание, курение, алкоголь, даже просто процесс старения – все это создает в организме оксидативный или окислительный стресс. И мелатонин работает как невидимый щит, защищая ваши фолликулы, яичники, от всех этих повреждений. Более того, ученые обнаружили, что мелатонин присутствует не только в крови, но и в фолликулярной жидкости, той среде, в которой созревают ваши драгоценные яйцеклетки. Получается, что каждую ночь ваш организм направляет
этого защитника прямо туда, где находятся ваши будущие дети. Исследования показывают, у женщин, проходящих ЭКО, качество яйцеклеток лучше, если уровень мелатонина в норме, если они высыпаются, они нервничают. Фолликулы развиваются более полноценно, эмбрионы получаются жизнеспособными. А теперь я расскажу о связи мелатонина с АМГ и ФСГ. Прямой таблеточной зависимости нет. Это не значит, что выпил мелатонин и завтра АМГ подскочил. Нет, связь более тонкая, системная, но от этого не менее важная. Когда мелатонина достаточно и сон качественный, гипоталамус работает в правильном ритме. Он точно знает, когда и сколько гормонов послать яичникам. Фолликулы развиваются синхронно. Овуляция происходит регулярно. Женщина счастлива. Вся репродуктивная система функционирует как хорошо отлаженные часы. Но вот когда сон нарушен, мелатонина мало, начинается каскад проблем. Гипоталамус, он сбивается с ритма и посылает яичникам, как вам сказать, противоречивые сигналы. Может нарушиться овуляция, циклы становятся нерегулярными. На консультациях каждый день ко мне обращаются. Мы восстанавливаем их. А хронический стресс от недосыпания повышает кортизол, который подавляет работу всей репродуктивной системы. И в такой ситуации яичники работают в режиме выживания, а не процветания, а не овулирования. И это может отражаться на показателях ФСГ, он повышается, и АМГ, он снижается. Не потому, что фолликулы исчезли навсегда, нет, а потому, что система работает в авральном стрессовом режиме. Расскажу историю Елены, 35 лет ей. Она пришла с АМГ-08 и жалобами на нерегулярные циклы. Первый вопрос, который я задал: во сколько вы ложитесь спать, Лена? Оказалось, в час около 2 ночи. А встает на работу в 7 утра. Спит 5-6 часов, часто просыпается, телефон рядом с кроватью, телефона нет, я бы вам показал. Мы начали не с витаминов и анализов, а с гигиены сна. Постепенно сдвинули время отхода ко сну на 22:30. Убрали все гаджеты из спальни, и она создала ритуал подготовки ко сну. Да, первые недели было тяжело. Организм сопротивлялся новому режиму. Но через время, через месяц, 1,5-2, Лена заметила. Она стала меньше уставать, улучшилось настроение, циклы стали более предсказуемые, оргазм стал ярче. Через 3 месяца пересдали анализы, АМГ поднялся до 1,4. Еще через полгода она забеременела естественным путем. Что произошло, спрашиваете вы? Все просто. Восстановился естественный ритм выработки мелатонина. Гипоталамус получил возможность работать в правильном режиме. Яичники стали получать четкие, качественные гормональные сигналы. Вся система вернулась к своему естественному, природному, натуральному ритму. Какой практический смысл этого видео сейчас для вас? А знаете какой? А прямо сейчас вы можете начать создавать условия для качественного сна и для выработки мелатонина. Это не требует денег. Это не нужно ходить к врачам для сложных процедур. Нет. Нужно только понимание и постепенное изменение в образе жизни. Во-первых, время отхода ко сну. Оптимально между 22:00 и 23:00. Почему именно это время, вы спрашиваете? Просто потому, что пик выработки мелатонина приходится на период с 23 до 3 ночи или утра. Если вы ложитесь позже полуночи, вы пропускаете самое ценное время для восстановления. Во-вторых, темнота. Мелатонин вырабатывается только в темноте. Даже слабый свет от зарядного устройства, маленькой кнопочки зелененькой, красненькой, или уличного фонаря, все снижает его выработку. Спальня должна быть максимально темной. В-третьих,
Подготовка ко сну. За час-полтора до сна нужно снизить активность, убрать яркие экраны, создать спокойную атмосферу, погреть ноги обязательно. Мозг должен получить сигнал. День закончился, пора отдыхать. Понимаю. Легко сказать, да трудно сделать. Особенно если годами вы привыкли засыпать под телевизор или листая ленту в соцсетях, некоторых запрещенных. Поэтому покажу вам простое упражнение, которое поможет настроить подсознание на выработку мелатонина и на быстрое засыпание. Упражнение называется активация мелатонина. Ложитесь в кровать, закройте глаза. Представьте, что в центре вашего мозга, там, где находится эпифиз, вот здесь, загорается мягкий синий свет. Это ваш внутренний источник мелатонина. Он начинает работать. Мысленно направьте этот голубой свет по всему телу, к яичникам и к каждой клетке. Скажите себе: мой мелатонин защищает мои яйцеклетки. Каждую ночь мое тело восстанавливается и обновляется. Я доверяю своему организму и даю ему возможность исцеляться. Это упражнение работает на нескольких уровнях. Визуализация помогает расслабиться и настроиться на сон. Самовнушение программирует ваш мозг, ваше подсознание на позитивные изменения. А направленное внимание на процессы восстановления активирует вашу парасимпатическую нервную систему, ту, которая отвечает за размножение, за отдых, за восстановление. Если вы чувствуете, что готовы к более глубокой работе для того, чтобы восстановить свой гормональный фон, улучшить АМГ, снизить ФСГ, я приглашаю вас на мастер-класс «Мягкое повышение АМГ, снижение ФСГ натуральными способами без гормонов». Там я подробно показываю не только работу со сном, но и другие натуральные способы поддержки ваших яичников. Вы создаете оптимальную среду для работы репродуктивной системы. Какие травы поддерживают выработку мелатонина и яичников, как правильно кушать для здорового сна, какие техники помогают вам восполнять потенциал яичников. Но главное, вы работаете с нервной системой, с центром управления всем организмом. Потому что часто за нарушениями сна стоит хроническое напряжение, тревога, неумение отключиться от дневных забот. На мастер-классе вы получите инструменты для мягкого снижения стресса и восстановления естественных ритмов организма. Ваша цель не просто улучшить анализы, а прийти к состоянию внутренней гармонии, когда сон становится естественным и восстанавливающим, а тело получает все необходимое для здоровой работы репродуктивной системы. Важно понимать, мелатонин – это не волшебная пилюлька, которая мгновенно решит все проблемы. Нет. Это часть большой системы восстановления организма, но часть критически важная, базовая, без которой остальные усилия могут быть малоэффективными. Да. Представьте, что вы строите дом. Можно купить самую дорогую мебель, лучшую сантехнику, красивые обои, но если фундамент слабый, дом рано или поздно даст трещину. Качественный сон и достаточный мелатонин – это фундамент вашего репродуктивного здоровья. Помните, ваше тело обладает удивительной способностью к самовосстановлению. Каждую ночь, пока вы спите, происходят тысячи, миллионы, миллиарды процессов обновления и исцеления. Мелатонин во сне вашем защищает ваши яйцеклетки и фолликулы, восстанавливает поврежденные ткани, настраивает гормональные ритмы. Все, что вам нужно, это создать условия для этой естественной работы, дать организму
Достаточно времени, темноты и покоя. Перестать бороться с собой и начать сотрудничать со своими естественными ритмами, со своим внутренним доктором. Не ждите мгновенных результатов. Организм перестраивается постепенно. Первые изменения в качестве сна могут проявиться через несколько недель, и они проявятся. Влияние на гормональные показатели через несколько месяцев регулярной работы. Но каждую ночь качественного сна – это вклад в ваше будущее материнство. Начните с малого. Сегодня вечером выключите все экраны за час до сна. Завтра попробуйте лечь на полчаса раньше. Послезавтра создайте ритуал подготовки ко сну. Маленькие шаги ведут к большим изменениям. Ваши яйцеклетки, ваши яичники ждут этой заботы. Ваш организм готов вас отблагодарить за внимание к его потребностям. Дайте ему эту возможность. Дайте ему эту возможность. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Напишите позитивный комментарий, поставьте лайк, мне будет очень приятно. И когда вы будете готовы, запишитесь ко мне на индивидуальную онлайн-консультацию. Там я разберу вместе с вами конкретно ваш случай и покажу и дам вам конкретные рекомендации для восстановления своего здоровья, для восстановления своего репродуктивного потенциала, для восстановления своей жизни и судьбы. И я желаю вам счастья. Всегда ваш доктор Павел Сапего.